Всем привет, друзья, с вами Орликином, и если вы впервые попали на мое видео или на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать интересные, важные ролики по обучению в данной игре. Сегодня у нас Stormshot, Остров Приключений. Я расскажу, как создать второй аккаунт, как привязать ваши аккаунты и для чего он нужен, собственно, второй аккаунт. Я все в сегодняшнем видеоролике расскажу. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать мои видео. Также делитесь со своими членами в Альянсе, в группах, в телеграмах, там, в группах, в WhatsApp или где вы стоите, чтобы данный канал рос. И, естественно, я буду больше снимать обучающих видеороликов. Переходим к самой игре. Недавно появилось письмо, это было 8 числа. Открылся версия для компьютера, то есть на официальном сайте. Вот загрузить можно, скачать отдельный эмулятор и заходить. И также появился магазин с кристаллами, где вы сможете донатить. До этого донат был как бы ограничен, через Play Market нельзя было привязать различные там платежки, чтобы делать покупки. Сейчас все есть там за кристаллы, вы покупаете кристаллы, переходите в магазин и покупаете за кристаллы. Если нужно подробнее, я обязательно сниму отдельный видеоролик, но сегодня мы говорим про фермы, зачем они нужны и как создать второй аккаунт. Вот у нас есть основной аккаунт. Это наш основной аккаунт. И как же нам создать новый? Все, что нам потребуется, это нам нужна почта, неважно какая, Mail, Яндекс и так далее, любая почта. Google даже подойдет любой. После мы нажимаем настройки, аккаунт, управление аккаунтом. И вот тут вот у вас будет кнопочка привязать. Сейчас у меня аккаунт привязан к FunPlus. Вы можете привязать к любой другой Google, то есть, или к Facebook, ВКонтакте, неважно, короче, куда вы хотите привязать. Ну, я советую для удобства использовать FunPlus. Почему? Первое, почему? Смотрите, нажимаем переключиться, FunPlus, и у нас вот они все мои аккаунты, то есть номер королевства, картинка будет, какая у вас тут стоит, и номер, уровень замка. Максимально на одну почту можно привязать 6 аккаунтов. Сейчас вот 4 есть, и еще 2 можно. Только после этого действия, после того, как вы привязали свой аккаунт, вы нажимаете кнопочку «Начать заново». Нажимаете «Начать новую игру». Переходим мы, естественно, в новый аккаунт. После чего, сейчас я все расскажу, то есть мы сейчас быстренько расскажу, зачем нужна ферма. В принципе, если вы не донатите и не собираетесь донатить, что я, в принципе, вам и не советую в данной игре, потому что ценники заоблачные, и толку никаких наборов там нету. Статистику вы не вытащите вперед с помощью доната особо. Единственное, что это уровень замка, на ускоры вы можете потратиться. Ну, скажу вам так, то что игра предоставляет ускоры, особенно когда появилось новое событие про Атланта, отдельная локация, где вы типа снайпера проходите, миссию выполняете, и там даются сундучки, там достаточно большое количество ускоров. И, собственно, донат, в принципе, вообще не нужен. Обязательно нажимаем 3 раза в день, не забываем собрать золото. По 150 3 раза. Можно на одной публикации, делиться этим не обязательно. Смотрите. Все, мы собрали сразу 450 золота, то есть мы с вами намутили. Пока тут идет вот это вот все остальное, я хотел бы вам рассказать про группу ВКонтакте. Смотрите. Сообщество. Ссылочка на данное сообщество будет в описании. Stormshot, Тайны острова черепа. Тут вы найдете полезную информацию по игре, бонус коды, и сможете в обсуждениях, смотрите, да, есть тут вот кнопочка обсуждения, задать вопросы по игре, которые вас интересуют. Я вам помогу, вам отвечу или сниму видеоролик, если будет там один вопрос такой, который, ну, долго писать, я обязательно сниму. Вы сможете перейти вот тут вот,
Также, смотрите, есть бонус-код новый. Если вы его не вводили, обязательно активируйте в игре. И переходим к самой игре дальше. Зачем нам нужна ферма? Ферма нам нужна в первую очередь для чего? Для того, чтобы фармить ресурс. То есть у нас основной замок, он быстро растет, и ему нужно что? Ресурсы. Где их взять? Либо грабить, но это невыгодно, вы будете терять свои войска, либо создать ферму. Ну и есть третий способ: купить, задонатить. То есть, ну, я таким способом не пользуюсь. У меня до сих пор даже не открыт второй строитель. Вот. Сейчас я, в принципе, покажу все. Сейчас вот мы вот тут немножко пройдем в начале обучения с вами. И вот у нас уже появился доступ, чтобы привязать данный аккаунт. Сейчас я покажу. И расскажу, где вы сможете фармить ресурсы на ферме, чтобы после грабить с основного замка. То есть в первую очередь, что нам нужно, это вот создать аккаунт, развить. До какого уровня развивать ферму? Тут смотреть вам. Я думал изначально до 15 уровня, чтобы, ну, в армии сплиток фармить ресурсы, но нет. На 16 уровне вот это вот новое событие появилось с атлантами, и там дают вот эти сундучки, а в них очень большое количество ресурсов, так что ферму можно смело развивать до 16 и выше, то есть, ну, в принципе, как вам удобно, то есть, ну, это второстепенно уже, понимаете, второстепенно, что нужно для начала. Сейчас, в принципе, вот этот аккаунт привяжем, и я перейду на основной и расскажу, где фармить ресурс в данной игре, что на основном замке, что на ферме. Все, у нас тут все пооткрывалось. Сейчас мы вот тут снайпера нажали. Надо снайпера еще пройти. Вот, бахнули. Сама вот эта вот фишка снайпер очень шикарная в этой игре. Если вы со мной согласны, обязательно, чисто как головоломка, то есть проходить, обязательно пишите в комментарии то, что согласны или не согласны. И все. Теперь мы делаем, что делаем? Королевство такое, нажимаем настройки, аккаунт, управление, и вот тут вот у нас, видите, появилось привязать Фан Плюс. Мы сюда заходим, нажимаем подтвердить, все. Аккаунт привязан. За привязку, во-первых, даются награды. И теперь нажимаем переподключить, вот наш новый созданный аккаунт. Всего на одну почту можно создать 6 аккаунтов. Это, во-первых, обезопасит. Если вы потеряете телефон, вы всегда сможете войти в свои аккаунты через Фан Плюс. Итак, мы перешли в основной аккаунт, и сейчас я расскажу про вкратце, как фармить ресурсы, где фармить ресурсы, чтобы быстренько расти. Сейчас вот смотрите, я играю 16 дней, я поставил 20 домик, на пути иду к 21-му. На 20-м домике, если вам интересно, я в принципе могу снимать, пишите комментарии, я буду рассказывать, как я расту подробно, что там вас ожидает, на каком домике, на каком уровне развития. И сейчас мы про ресурсы. Первое, это, естественно, у нас древние гробницы, то есть вот они. Открываем древние гробницы. Я могу снять видео по прохождению древних гробниц, тоже пишите в комментарии, в принципе я его обязательно сниму. Какое существо брать, какой таланты качать и так далее, чтобы проходить, чтобы там более-менее держаться в топе. И вот первое, откуда мы берем ресурсы, это из древних гробниц. Ежедневно мы можем собирать с вами вот такое вот количество ресурсов. На фермах то же самое. Мы проходим и собираем ресурсы. Смотрите, пройдя 6-й этаж, открывается еще больше количество ресурсов, то есть мы сможем забирать это все. Сейчас вот такой вот рейтинг, я на 49 месте. Я играю без доната, у меня даже не куплен второй строитель, то есть это вот он временный, смотрите. Вот осталось. То есть вы за 500 золота можете брать второго строителя смело себе на 5 дней, то есть или на 4 или на 5, точно не помню. Ну, неважно, то есть сколько там еще дней осталось. Если нажать, оно где-то появляется через раз. Дальше, второй момент, где вы берете ресурсы. То есть вы ходите со своими фермами в кооперации. Смотрите, я сейчас открою.
отчеты, кооперации, смотрите. Это угроза. Вот. Смотрите, вы идете со своими фермами, то есть ваш основной поход, и фермы отправляют по одному воину, там, ну, по одному солдату. И вся добыча с кооперации идет вам. Вот смотрите, 95% урона нанесено, вся добыча идет к вам. Если вы идете в кооперацию со своим альянсом, и там, ну, равные игроки вам или сильные, естественно, эта добыча будет делиться на вас всех. Ну, от нанесенного урона зависеть будет. Вот, открываем еще один отчет. Смотрите, видите, 92% урона, и опять все. Так вы, естественно, быстрее фармите ресурс. То есть вот тут несколько раз попался эти кристаллы. Вот уже видите камень, 90% урона. Следующее. На фермах и на основе вы синие кристаллы, их в достатке всегда, вы обмениваете в прилавке. Сейчас карту сдвину. Идете в прилавок и обмениваете в прилавке. Куда-то я свой... Вот, биржа, прилавок. И вы тут синие ваши кристальчики обмениваете на железо, на серебро и на еду, на другой ресурс, который вам нужен. Потому что синие кристаллы проще всего добываются, их всегда много. И на фермах вы тоже самое делаете, обмениваете. Следующий момент. Идете на плитки. Собираете ресурсы на плитках. Но это если у вас уже там большое количество армии. В первую очередь я советую собирать с рудника Альянса. Почему? Потому что скорость сбора с рудника Альянса идет быстрее, чем скорость сбора с ресурсной плитки. Вы идете на рудник Альянса. Информация, в принципе, вот кто собирает, смотрите. Если сейчас отправить войска, как раз у нас сейчас событие идет на сбор ресурсов. Забыл отправить войска. Отправляем войска и собираем ресурсы. И то же самое вы на фермах качаете армию, отправляете, либо там, если она у вас там, ну, какого уровня у вас ферма, такого уровня и ресурсы. То есть вот мои фермы, они рядышком стоят, они тоже собирают, ресурс ходит. Железо и все остальное. Следующий момент — это за прохождение событий. Начиная от 16 уровня, у меня версия не обновленная. Смотрите, тут нету, я не покажу вам на компьютере версия не обновленная. Тут есть еще одно событие, и вот тут вкладочка у него есть. Если перейти в снайпер, тут вот тоже есть отдельная локация. Там даются два сундучка. В этих двух сундучках выпадают вам другие сундучки, и там ресурсов просто валом. Плюс, естественно, ресурсные здания, но они не так много приносят, и делать упор на ресурсные здания, вот эти вот, я вам не советую, потому что они достаточного количества большого не приносят. Просто ходите с фермами в кооперации, активно участвуйте ими, ну, если у вас это позволяет на это время. Собирайте с плиток ресурсы, качайте походы, проходить задания ежедневные. Ну, мой совет, в принципе, ферма нужна 15 уровня, чтобы на ней было открыто серебро. По 450 вы собираете каждый день золото. В снайпере или где, когда вы нажимаете 3 раза поделиться на игру, это то же самое. Это то же самое, в принципе, ресурсы. Вы потом золото на фермах обмениваете на ресурсы в лавке. То есть вот сюда, если перейти, есть лавка, и вот тут вот вы ресурсы покупаете за золото. Каждый день копите, делайте несколько ферм, без разницы, 10 уровня, и уже, ну, железо, еда. Еды много нужно. В основной ресурс это железо, еда и серебро. Поэтому вот этот ресурс нужно обменивать. Он не так сильно востребован, и его всегда, в принципе, в достатке. В принципе, что хотел рассказать на данный момент, рассказал. Все любые вопросы пишите в комментарии. Я буду снимать видеоролики. Чем больше будет вопросов на одинаковую тему, тем быстрее видеоролик данный следующий появится. Подписывайтесь на канал.
Подписывайтесь в группу и не забывайте про промокод в группе, вводите его и получайте награды.